Маленький Сережа был обычным мальчишкой, который жил в бедном районе города, где дома были старые и разрушенные, а улицы полны грязи и пыли. Несмотря на тяжелые условия жизни, он всегда старался оставаться позитивным и не унывать. Каждый день он выходил на улицы с коробкой конфет, пытаясь заработать хотя бы немного денег для своей мамы, которая была очень больна. Она страдала от тяжелого недуга, и врачи сказали, что ей срочно нужно провести операцию, которая стоила целое состояние. Сумму, которую они с мамой не могли себе позволить. Сережа знал, что у мамы нет средств на лечение, и каждый раз, когда он думал об этом, его сердце сжималось от боли и отчаяния. Он не мог сидеть сложа руки, видя, как мама страдает, поэтому каждый день, несмотря на усталость, он снова и снова бегал по улицам с коробкой конфет, предлагая их прохожим, надеясь, что кто-то из них захочет купить. Однажды, когда Сережа стоял у тротуара и протягивал свою коробку с конфетами, мимо проезжал роскошный автомобиль. Машина остановилась, и из нее вышел мужчина в дорогом костюме. Он внимательно посмотрел на мальчика и спросил: «Почему ты продаешь конфеты на улице? Разве у тебя нет других возможностей для работы?» Сережа немного растерялся, но затем рассказал мужчине свою историю. Он объяснил, что его мама больна, и чтобы спасти ее, нужна дорогая операция, но у них нет денег. Мужчина задумался, а затем сказал: «Я верю, что ты хочешь помочь своей маме. Я хочу помочь тебе». Он достал из кармана пачку банкнот и передал Сереже $100 000. Мальчик замер от удивления. Он не мог поверить, что кто-то так щедро поможет ему в беде. «Ты должен побежать к своей маме и сделать так, чтобы она выздоровела», — сказал мужчина с улыбкой. «Я уверен, что все будет хорошо». Сережа побежал домой, держа деньги в руках. Когда он рассказал маме о встрече с незнакомцем, ее глаза наполнились слезами. Вместе они быстро собрали нужные документы и пошли в клинику, где врачи подтвердили, что операция может быть проведена уже на следующий день. Мама Сережи перенесла операцию, и она прошла успешно. Вскоре она полностью выздоровела, и теперь они с Сережей могли жить нормальной жизнью, не думая о том, как собрать деньги на лечение. В тот день, когда Сережа вернулся домой после того, как мама поправилась, он с благодарностью посмотрел на небо. Он знал, что добрые люди существуют, и иногда судьба посылает помощь в самых неожиданных формах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.